Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как масштабные реформы, новые правила и важные изменения в Германии могут напрямую повлиять на вашу повседневную жизнь и личный кошелек. В этот раз нас ожидает действительно большой разбор. Мы с вами прямо сейчас детально изучим целых 11 главных изменений в Германии в августе 2026 года. При этом многие из этих перемен затронут миллионы жителей Германии, поэтому подготовиться к ним лучше заранее. Друзья мои, мы подробно обсудим масштабные новшества во внутреннем расписании немецких железных дорог Deutsche Bahn и разберем, как же поменяются бонусные баллы за поездки. Обязательно также коснемся темы здоровья, вы увидите, для кого обязательно медицинское страхование станет дороже из-за роста взносов в кассе и КК Classic. Также поговорим о праве родителей на полноценный дневной уход за детьми в начальных школах, изменении льготных тарифов на солнечные панели и новых европейских правил обязательной маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. Эксперты крупнейшего коммерческого банка Коммерцбанк отдельно подчеркивают, что финансовая грамотность в период таких реформ помогает гражданам избежать переплат и надежно защитить свои доходы от неожиданных дополнительных расходов. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, первое. Жители федеральной земли Саар и многих округов Баварии в августе ждет отличный подарок в календаре – официальный дополнительный день отдыха. Уже буквально 15 августа двери супермаркетов, торговых центров и локальных офисов закроются из-за традиционного религиозного праздника Мария Химмельфарт, посвященного Успению Пресвятой Богородицы. В туристическом концерне Туи отмечают большой рост спроса на бронирование загородных отелей для коротких семейных поездок на эти даты. В баварских регионах этот выходной наступит избирательно, затронув исключительно те общины, где официально преобладает католическое население. Зато, друзья мои, на всей территории Саарланда этот день официально признан государственным фаертаг для каждого жителя. На правовом портале Геблиц предупреждает автомобилистов, что в праздничной зоне будут действовать ограничения на движение коммерческих грузовиков. Кстати, еще точно такие же длительные выходные одновременно начнутся и в других традиционно католических государствах Европы, включая, например, Бельгию, Хорватию, Францию и солнечную Испанию. Второе. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn меняет условия своей программы лояльности Bahn-бонус. Теперь же пассажиры смогут тратить накопленные баллы по обновленной схеме. Обычно эти очки, вы знаете, мои друзья, начисляются на личный счет при покупке вами билетов, годовых карт, банк-карт или единого проездного Deutschland Ticket. А обменять их, соответственно, можно на бесплатные поездки и премиальный сервис. Сегодня в IT-гиганте Booking подтверждает, что гибкие программы лояльности повышают интерес клиентов к этому бренду. В августе базовый порог для получения бесплатных билетов в один конец по стране даже снизится, то есть вместо прежних 1000 бонусов во втором классе с вас спишут всего лишь 750 очков, а первый класс обойдется в 1250 баллов вместо, соответственно, 1500. Однако, друзья мои, здесь есть важный нюанс. Одновременно вводится динамическая система и тарифов. То есть на самом деле, друзья мои, это означает, что итоговая стоимость поездки в баллах теперь может меняться в зависимости именно от расстояния. Понятно? На итоговый ценник также повлияет конкретный маршрут, глубина вашего предварительного бронирования и реальный спрос пассажиров на именно выбранный этот рейс. В явном выигрыше сейчас расчетливые пассажиры, которые покупают место задолго до поездки, перемещаются на короткие дистанции или выбирают утренние и ночные часы, когда вагоны традиционно пустуют на региональных линиях. А вот спонтанным путешественникам, которые прыгают в поезд в последнюю минуту, придется выкладывать за билеты гораздо больше бонусов из личного кабинета. Причем, кстати, верхний предел такой стоимости руководство концерна Deutsche Bahn пока не раскрывает, поэтому заранее рассчитать необходимое количество именно этих баллов станет намного сложнее для многих пассажиров.
В страховой группе Generali напоминают, что при планировании сложных стыковочных, скажем так, маршрутов в последний момент всегда полезно заранее позаботиться о страховой защите на случай непредвиденного изменения правильно тарифов или отмены бронирования. Это поможет, соответственно, избежать дополнительных расходов при поездках по европейским направлениям. Вдобавок к этому немецкие железные дороги поднимают стоимость свободных ваучеров Freifahrt Flex, созданных именно для поездок без привязки к конкретному расписанию. За право сохранить мобильность теперь придется потратить примерно на 17-33% больше премиальных баллов. Третье. Многим родителям бывает, вы знаете, наверное, непросто организовать качественный присмотр за своим ребенком сразу после школьных уроков. Новые социальные изменения в Германии призваны облегчить эти будни работающих семей. В торговой сети, например, Lidl делятся наблюдением. Расширение детской инфраструктуры позволяет папам и мамам спокойнее планировать время на повседневные бытовые закупки. Проект стартует в учебном 2026-2027 году, то есть когда гарантированные места полного дня впервые откроются для первоклассников. Дальше программа начнет постепенно расширяться на вторые и третьи классы. В итоге к периоду 2029-2030 года под действие этой системы поэтапно попадут все ученики с 1 по 4 класс. На самом деле это даст стандартную пятидневку по 8 часов ежедневного ухода, будь то продление или школа полного дня. На кадровом портале Indeed подтверждает, что государственные гарантии помогут родителям быстрее вернуться к полноценной занятости. Впрочем, принуждать никого не будут, это останется правом выбора каждой семьи. Закон вступает в силу с 1 августа, однако его реализация будет происходить поэтапно на уровне федеральных земель и муниципалитетов. Четвертое. Немецкая медицинская касса ИКК Классик с конца лета официально поднимает планку своего дополнительного сбора, внимание, на 0,45%. Таким образом, этот внутренний, скажем так, показатель зафиксируется на отметке 3,85%. Повышение финансовой нагрузки затронет примерно 2,3 миллиона человек, подключенных к государственной системе обязательного медицинского страхования. В руководстве онлайн-платформы «Здоровье» Shop Аптеки отмечает, что рост взносов в системе медицинского страхования вынуждает многих застрахованных жителей более внимательно пересматривать свои ежемесячные семейные расходы на здравоохранение. То есть люди начинают внимательнее подходить к покупке медикаментов и чаще искать более доступные аналоги привычных лекарств. Но здесь, друзья мои, важно понимать местную специфику. Каждая профильная страховая касса вправе на самом деле самостоятельно определять именно этот самый размер подобных надбавок. Она прибавляет к базовой общенациональной тарифной ставке, которая сейчас составляет, я напомню вам, 14,6% от вашего заработка. В результате такого, назовем так, скачка, суммарная тарифная планка для всех застрахованных в этой именно кассе с конца лета зафиксируется на отметке 18,45%. По стандартным немецким правилам данная финансовая нагрузка распределяется строго пополам, вы это знаете, то есть между нанимателем и наемным персоналом. А вот фрилансерам и частным предпринимателям, обеспечивающим себя самостоятельно, придется полностью оплачивать начисленный сбор из собственного кармана. В профильной IT-компании TaxFix, которая создает, вы знаете, уже новый сервис автоматического заполнения деклараций, напоминает о предусмотренной законом возможности, то есть самостоятельно занятые лица имеют полное законное право частично уменьшить налогооблагаемую базу, включив сюда возросшие страховые взносы в ежегодную налоговую декларацию. Также, кстати, законодательство предусматривает право на досрочное расторжение договора при повышении тарифов. Усвоили? Оформить такой переход необходимо до завершения текущего календарного месяца, то есть строго до 31 августа 2026 года. Однако, друзья мои, учитывайте важный юридический нюанс. Повышенный сбор в августе все равно придется вам оплатить. Пятое. Собственникам частных домов и квартир, решившим заняться генерацией зеленого электричества, придется пересматривать свои финансовые расчеты. Если вы, друзья, планируете запустить полноценное
фотоэлектрические панели, да, или закрепить миниатюрную, скажем, систему прямо на балконе, обязательно учтите новые правила, вступающие в силу с 1 августа. Менеджеры строительных гипермаркетов Hornbach отмечают рост интереса в отделах солнечных панелей. Жители Германии активно приобретали готовые комплекты оборудования, стремясь оформить установку именно до очередного уменьшения государственных преференций. Реформа напрямую повлияет и на закупочные ставки за передачу неизрасходованной вами электроэнергии в общую распределительную сеть страны. Для оборудования, введенного в эксплуатацию после указанной даты, этот льготный тариф снизится уже ровно на 1% по сравнению с ранее подключенными объектами. В руководстве энергетического гиганта E.ON поясняют, что плавное ежегодное уменьшение выплат изначально заложено в стратегию постепенного уменьшения государственного субсидирования альтернативной энергетики. При этом граждане, у которых домашняя станция, я напомню, уже давно введена в эксплуатацию, защищены экономически, то есть для них действующие условия выплат сохраняются аж на 20 лет. Шестое, друзья мои, это с 1 августа в Германии стартует совершенно иной учебный период для молодежи, выбравшей прикладные рабочие специальности, и одновременно запускается глубокая модернизация образовательных стандартов. Реформа призвана оперативно адаптировать классическое дуальное обучение к современным реалиям цифровизации рынка труда. Кое-где чиновники переделали лишь официальные, скажем так, наименования должностей, но в ключевых сферах полностью обновили действующую программу. Изменения затронули 22 популярные профессии, включая каменщиков, монтажников холодильных агрегатов и систем звукоизоляции. Сюда же отнесли инженеров, проектировщиков конструкций. Мастера подразделений Bosch Professional подчеркивают, что модернизация именно учебных программ крайне важна, так как современные строительные и монтажные специальности сегодня требуют уверенного владения высокотехнологичным цифровым оборудованием на самих объектах. Старые те ручные еще методы постепенно уступают место автоматизированным технологиям. Кроме того, два устаревших направления полностью исключили вообще из перечня подготовки. А речь идет о работниках автозаправочных станций и о клерках железнодорожного и автомобильного транспорта. В аналитическом отделе кадрового портала Stepstone отмечают, что обновление перечня профессий помогает быстрее закрыть наиболее востребованные вакансии на рынке труда. В итоге у немецких подростков остается выбор из, внимание, 325 обновленных программ обучения. Седьмое. Автовладельцам в Германии придется быть особенно внимательным на дорогах и строже соблюдать скоростной режим на всех ключевых маршрутах. В период с 3 по 9 августа по всей стране пройдет масштабная полицейская акция, в рамках которой намного усилят контроль скорости, поэтому внимание! Юристы крупнейшего автомобильного клуба АДАЦ настоятельно советуют водителям заранее протестировать бортовую свою электронику и откалибровать круиз-контроль, чтобы случайно не получить большой штраф или другие неприятные последствия из-за мелких погрешностей ваших приборов. В эти 7 дней радары и патрули будут круглосуточно работать на скоростных автобанах, загородных трассах и внутри жилых кварталов. На цифровой платформе Автохера делятся ценными техническими лайфхаком. Плавный темп вождения без резких разгонов во время подобных проверок не только помогает избежать штрафов и пунктов во Фленсбурге, но и бережет колодки, продлевая рабочий ресурс ваших тормозов. Места контроля выберут не случайно, особое внимание уделят аварийным перекресткам, а также зонам возле школ, больниц и участкам дорожных работ. Восьмое, друзья мои, со 2 августа бизнес-структуры, размещающие любые абсолютно медицинские материалы, сгенерированные преимущественно нейросетями, попадут под действие новых общеевропейских требований. То есть по новому общеевропейскому закону теперь вводится обязательно маркировка подобных данных. В руководстве IT-гиганта SAP подтверждает, что автоматическая интеграция алгоритмов распознавания сгенерированных данных становится одним из ключевых стандартов для современного корпоративного программного обеспечения.
Главная задача этих новых требований – дать пользователям четкое понимание, работал ли над статьями, графикой, видеороликами или звуковыми дорожками живой автор, или же применялись цифровые алгоритмы. Менеджеры розничной сети электроники Cyberport отмечают, что новые правила прозрачности сильно изменят подход бизнеса к созданию медийных материалов на коммерческих интернет-порталах. В ведомстве FAUZ напоминают, что за несоблюдение требований в отдельных случаях могут применяться штрафы до 35 миллионов евро или до 7% от годового мирового финансового оборота этой компании. 9. С 1 августа регулярные поездки в ряде немецких регионов станут намного дороже. Сразу несколько локальных транспортных объединений решили синхронно переписать ценники на проезд в автобусах и электричках. Финансисты цифрового банка N26 подчеркивают, что регулярная корректировка стоимости проезда вынуждает жителей регионов активнее переходить на безналичный расчет и использовать цифровые инструменты для точного контроля повседневных расходов на мобильность. Наибольшие изменения в первую очередь затронут пассажиров Транспортного союза Средней Германии МДФ в мегаполисах Лейпциг и Галле. Аналогично стоимость билетов увеличится в зоне ответственности Союза КФУ вокруг Карлсруэ, а также на границах структуры Марега в окрестностях Магдебурга. Менеджеры бонусной программы Miles & More дают дельный совет. На фоне этого подорожания гражданам гораздо выгоднее полностью отказаться от разовых поездок и сразу переходить на сетевые долгосрочные абонементы, чтобы надежно зафиксировать свои транспортные расходы. 10. После 6 лет непрерывных дорожных работ 3 августа наконец-то полностью откроется важный транспортный участок в Северной Баварии. В топливном концерне Shell подчеркивает, что модернизация столь загруженных транспортных артерий позволяет существенно оптимизировать логистические цепочки и повышает общую энергоэффективность коммерческих перевозок. Это экономит тонны горючего. Речь идет, друзья, об отрезке протяженностью аж 76 километров, соединяющем крупные развязки Биберлит и Фюрт-Эрланген. Теперь его полностью расширили до 6 полноценных полос движения. В страховой компании Хук Кобург подтверждает, что ликвидация многолетних зон сужения дорожного полотна на ключевых развязках Баварии должна привести к большему снижению аварийности и заторов. На этой стратегически важной федеральной трассе, всегда вы знаете, связывающей восточные и западные регионы страны, водители наконец-то смогут забыть про многокилометровые пробки, а само движение станет более плавным и комфортным. 11. Финальное на сегодня изменение возвращает к обычным будням тысячи семей, ведь в Гессене, Саарланде и Рейнланд-Пфальце дети возвращаются на пары уже 10 августа. Именно в этот день там официально стартует новый учебный период 2026-2027. В торговой сети, например, MacPaper, фиксирует просто пиковый ажиотаж в отделах канцелярии. Родители активно покупают тетради и рюкзаки, стараясь собрать школьников вовремя. Такой ранний старт объясняется уникальной немецкой системой. Вы знаете, в Германии графики каникул традиционно распределены по календарю, и у разных регионов есть 7 различных дат запуска занятий. Я вам об этом рассказывал. Дольше всех лету будут радоваться подростки Баварии и Баден-Вюртемберга. Для них учебные занятия начнутся лишь в 3-ю неделю сентября. В руководстве страховой группы Ergo видят в этом серьезный плюс. Такой, скажем так, плавающий график позволяет семьям спокойнее планировать совместные отпуска, избегать крупных пробок на дорогах в пик сезона и заблаговременно оформлять необходимые программы ученического страхования перед началом школьных уроков. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией глубоких и полезных, друзья, новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про новые изменения в Германии в августе, новые праздники, реформы дуального обучения, изменения для автомобилистов в Германии, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.